Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Новой Гвинее. Что мы знаем о ней? Кто-то скажет, это остров в Тихом океане, возможно рядом с Австралией, и окажется совершенно прав. Но то, что это второй по величине остров на Земле, знают немногие. А как же Мадагаскар? Мадагаскар большой остров, но оказывается он на 4-м месте после острова Борнео, Новой Гвинеи и Гренландии. Многие слышали, что там живут папуасы, аборигены, которые, согласно песне, съели Кука. Но оказывается, Кук даже не был в Новой Гвинее, а только мимо проплывал и был убит на Гавайях туземцами. Вот, пожалуй, и все. Но не с Куком, а втором по величине острове. Немного. А хотелось бы больше узнать информацию о загадочном острове поподробнее. Поэтому здесь и сейчас мы о нем и поговорим. Поехали! Новая Гвинея – второй по величине остров Земли, уступающий своими размерами лишь Гренландии. Расположен он в Тихом океане, севернее Австралии. Когда-то, как утверждают ученые, они были связаны тонким перешейком, по которому древние люди и попали на остров. Сейчас этот перешейк надежно скрыт водами Тихого океана, но антропометрические данные коренных жителей Австралии и Новой Гвинеи абсолютно четко подтверждают эту теорию. Да и уникальный животный мир с наличием сумчатых животных и там говорит в пользу этого утверждения. Огромный остров разделен на два государства. Восточная его часть Папуа-Новая Гвинея, западная принадлежит Республике Индонезия. Население острова подбирается к 6 миллионам человек, говорящим на более 1000 языках. Такой себе аналог Вавилона. Но все находят общий язык. Да и английский является официальным, которым владеет практически все население острова. Первые поселения Новой Гвинеи образовались порядка 30 тысяч лет назад, а возможно и больше. Древние новогвинейцы, к сожалению, не оставили потомкам никаких свидетельств своей жизнедеятельности, ни архитектуры, ни примитивного искусства. И, скорее всего, они были отличными мореходами, раз оказались на острове. Конечно, не такими, как в свое время стали европейцы, ведь в гости именно европейцы пожаловали к ним, а не наоборот. И первым европейцем, ступившим на землю этого острова, был португальский путешественник Дон Жорже ди Менезиш, который в 16 веке со своими моряками открыл миру новые земли. Остров Папуа, именно так назвал португалец свое открытие, удивленный курчавыми волосами аборигенов, которые звучали именно как Папуа на малазийском языке. Несколько лет спустя вдоль острова, уже нареченным Папуа, проплывал испанец Иньиго Ортис де Ретес. Он, видимо, был очень впечатлен ранее увиденной африканской Гвинеей, что обнаруженный им незнакомый, ранее Тихоокеанский остров нарек Новой Гвинеей. Оба этих названия прижились, но название Новая Гвинея означает весь остров, а Папуа-Новая Гвинея означает восточную часть. Долгое время европейцы не пытались колонизировать остров. Слишком сложный рельеф, болезни и воинственные аборигены делали его неприступным. Хотя время от времени приплывали за провиантом, водой, да и людей местных похищали. Работорговлю никто не отменял. За последние несколько столетий Новая Гвинея привлекала путешественников, миссионеров, исследователей, колонистов, но далеко не все из них могли установить дружеские отношения с местными племенами. Понятно, что все пытались навязать местным жителям свои устои. Как жить и куда идти? Например, Джеймс Чалмер, шотландский миссионер, пытался донести христианство до папуасов мирным путем. Он не просто проповедовал, но изучал их культуру, адаптируя свои методы общения. Увы, в 1901 году он и его спутники были убиты и съедены воинственным племенем. Не знали бедолаги, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Однако были и такие, кому удалось наладить контакт и даже подружиться с туземцами. Самый известный человек, который сумел подружиться с туземцами Новой Гвинеи, Николай Николаевич Миклуха-Маклай, русский этнограф, путешественник и ученый. В 1871 году он впервые высадился на северо-восточном побережье, современная Папуа-Новая Гвинея,
и провел среди папуасов в общей сложности более 2 лет, изучая их язык, культуру и обычаи. Вопреки распространенной практике европейских колонизаторов, он не пытался подчинить местных жителей, не вооружался и не демонстрировал превосходство, что вызвало уважение и доверие папуасов. Они приняли его за необычного духа, но со временем стали воспринимать как своего. Он лечил их, обучал, в общем влился в коллектив и даже боролся, насколько хватало сил, с работорговцами. Его имя до сих пор помнят в Папуа-Новой Гвинее. Даже когда в 19 веке сюда пришли голландцы, англичане и немцы, они ограничились побережьем, оставляя центр острова в руках местных племен. И только к концу 19 века Новую Гвинею поделили. Голландцы получили западную часть, Германия контролировала северо-восток, британцы взяли, если можно так выразиться, юго-восток. После Первой мировой войны немецкие земли перешли к Австралии, и весь восток острова оказался под ее управлением. Во время Второй мировой Новая Гвинея стала ареной ожесточенных сражений между Японией и союзниками. Японцы попытались захватить остров, но были остановлены в битве за Кокоду, одной из самых суровых сражений Тихоокеанского фронта. Остров стал ключевой точкой для наступления союзников на Филиппины и далее в сторону Японии. Джунгли, болезни, жестокие бои сделали кампанию одной из самых сложных в истории в том регионе. После войны Австралия продолжала управлять восточной частью острова, но в 1975 году была провозглашена независимость Папуа-Новой Гвинеи. Западная же часть осталась в составе Индонезии, что привело к вооруженному сопротивлению со стороны местных сепаратистов. И на данный момент Папуа-Новая Гвинея – государство с нестабильной политической системой и высоким уровнем преступности. Видно, в неделе на Новой Гвинее понедельников больше. Так и живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Хотя никакие они не дикари, просто люди со своим укладом жизни. Но пришла другая цивилизация и навязала свои правила игры, которых туземцы не знали и не были готовы к таким поворотам судьбы. С людьми в общих чертах разобрались. Что с них взять? Все всегда довольно прозаично. Корыстный мотив на первом месте, за редким исключением. Да и на других каналах довольно много о них информации. А вот с географией, биологией не очень. Так давайте будем расширять наш кругозор. Ведь Новая Гвинея – это настоящий затерянный мир с уникальной природой, огромными горами, дикими джунглями. Здесь встречаются одни из последних неведомых уголков планеты. И это делает остров одним из самых интересных мест для нашего исследования. Новая Гвинея омывается Тихим океаном с северной и восточной стороны острова. Арафурское море на юге отделяет Новую Гвинею от Австралии. Коралловое море на юго-востоке соединяется с Тихим океаном. Море Бисмарка на северо-востоке между островом Новая Британия и северным побережьем Новой Гвинеи. И Соломоново море на востоке между Папуа-Новой Гвинеей и Соломоновыми островами. Таким образом, остров находится в окружении сразу нескольких морей и является частью обширной морской экосистемы Тихоокеанского региона. Помимо Новой Гвинеи вокруг множество островов поменьше, иногда целые архипелаги. Например, архипелаг Бисмарка, включающий острова Новая Британия, крупнейший остров архипелага, известный своими вулканами, и длинный и узкий остров Новая Ирландия, а также острова Адмиралтейства, группа из 18 островов, крупнейших из которых Манус. Остров Фергюсон – крупнейший остров в архипелаге Данкраста, расположенный у юго-восточного побережья Новой Гвинеи. Архипелаг Луизиада, на западе острова Ару, Малукские острова, острова Раджа-Ампат и острова Шутен. Новая Гвинея окружена несколькими важными проливами, которые разделяют ее от соседних островов и материка. Торресов пролив находится между южным побережьем Новой Гвинеи и северным побережьем Австралии. Ширина около 150 километров, глубина в среднем 12-15 метров, с множеством рифов и мелководий. Это важный морской путь между Тихим и Индийскими океанами, но сложен для навигации из-за коралловых рифов. Пролив Витязя между северо-восточным побережьем Новой Гвинеи и архипелагом Бисмарка.
островами Умбай и Новой Британии. Это один из ключевых морских маршрутов в регионе. Отметим крупные заливы. Это залив Чендравасих, залив Бентуни, залив Астролябия, залив Хуон и залив Папуа. Да, и если взглянуть на карту Новой Гвинеи, ее очертания напоминают птицу, летящую на запад. Именно поэтому один из крупнейших полуостровов острова, Добирай, называют птичьей головой. Полуостров Бомбирай – сережки, как у индика, например, а полуостров Хуон и Папуа – хвост из двух перьев. А что за выступ полуостров, который якобы напоминает лапы? Но нет, это не полуостров, а остров, и называется он Йос-Сударсо. Сам остров большой. Площадь около 785 тысяч квадратных километров. Протяженность острова с запада на восток около 2400 километров, а ширина с севера на юг около 700 в самой широкой части. Новая Гвинея – один из самых гористых островов мира, и через весь остров, как позвоночник, протянулся Новогвинейский горный хребет, в котором находятся самые высокие вершины Австралазии, включая Пунчак-Джая 4884 метра, высшую точку не только острова, но и всего региона. Здесь есть ледники, вулканы, глубокие ущелья и труднопроходимые джунгли, а многие районы остаются практически неизученными. Гору для европейцев открыл в 1623 году голландский исследователь Ян Карстенс, издалека увидевший в солнечный день ледник на вершине, за что он тогда же и был высмеян в Европе. Увидел ледник в тропиках, да почти на экваторе, уму непостижимо, но это было на самом деле. Папуа-Новая Гвинея является одним из немногих регионов, расположенных близко к экватору, где выпадает снег, который случается в самых возвышенных частях острова. Хотя Новая Гвинея расположена вблизи экватора, в высокогорных районах бывает очень холодно. Температура в горах может опускаться ниже нуля. На высотах выше 4000 метров встречаются альпийские луга и редкие снежные поля. В 20 веке на острове было несколько ледников, но к 20-м годам почти все они растаяли из-за глобального потепления. Новогвинейские горы, центральный хребет, огромный горный массив протянулся на более чем 1600 километров от западной до восточной оконечности острова. Именно он формирует позвоночник Новой Гвинеи и делится на несколько ключевых хребтов. Маоки, снежные горы, здесь расположены самые высокие пики. Оуэн-Стэнли, юго-восточная часть хребта, известная своими крутыми склонами. И Бисмарков хребет, отдаленный массив Папуа-Новой Гвинеи. Эти горы сложены в основном из известняка и вулканических пород, а их формирование связано с активной тектоникой региона. Новая Гвинея – часть Тихоокеанского огненного кольца, зона высокой вулканической активности. Здесь расположены сотни вулканов, из которых около 20 активны, а некоторые периодически извергаются. Вулканизм острова связан со столкновением тектонических плит, особенно австралийской и тихоокеанской. На острове часто случаются землетрясения. И самый активный из вулканов – это Манам, находящийся на острове с таким же названием, на северном побережье Папуа-Новой Гвинеи. Его последнее извержение случилось в 2023 году. Эти горы являются также основным источником питания целого ряда важных рек. Реки здесь глубокие, длинные, извилистые и часто текут через густые тропические леса. Многие из них служат главными дорогами для папуасских племен, ведь джунгли практически непроходимы и рек очень много. Мы остановимся на 4 самых крупных. Река Сепик, Амазонка Океании, самая длинная река Новой Гвинеи, 1126 километров, одна из самых извилистых рек мира. Она протекает через непроходимые джунгли и заболоченные равнины, создавая сеть маленьких притоков. Река Флай, 1050 километров, вторая по длине, но самая полноводная. Большая часть реки судоходна, и по ней проходят важные транспортные маршруты. А на другой стороне острова Мамбирама, 800 километров, великая река Папуа, впадает в Тихий океан. Местные жители называют ее река жизни, так как она дает воду тысячам людей. В ее бассейне находятся одни из самых диких и труднодоступных джунглей на планете. Также отметим реку Дигул, длиной 525 километров.
которая впадает в Арафурское море. Дегул протекает через низменности и болота, создавая идеальную среду для новогвинейских крокодилов. Да-да, причем они не маленькие, вырастают до 300 килограммов. Второе название реки – Крокодилья река. И как мы поняли, Новая Гвинея – это страна высоких гор, бурных рек и густых джунглей. А там, где горные реки, возможно, есть и водопады. Так и есть. Здесь можно найти как небольшие каскады, скрытые в густых зарослях, так и величественные гиганты, низвергающиеся с высоты сотен метров. Водопады Новой Гвинеи – одни из самых впечатляющих водопадов Океании, но многие из них труднодоступны и скрыты в непроходимых лесах. Новая Гвинея – это не только страна гор и водопадов, но и край удивительных озер, многие из которых также скрыты в джунглях или высоко в горах. Здесь можно встретить огромные пресноводные водоемы, заполненные жизнью, а также кратерные озера. Самое большое озеро Новой Гвинеи – озеро Мюррей. Площадь около 647 квадратных километров. Но в сезон дождей может увеличиваться до 2000 квадратных километров. Средняя глубина всего около 5 метров, но колеблется в зависимости от сезона. В нем обитает множество рыб, черепах и крокодилы. Озеро также является важной остановкой для перелетных птиц. Озеро Кутубу – это одно из самых живописных и уникальных озер Папуа-Новой Гвинеи. Оно расположено в Южном Нагорье, в провинции Энга, на высоте около 800 метров над уровнем моря. Озеро является вторым по величине в стране и имеет важное экологическое и культурное значение. Кто-то спросит, а какая погода на острове? Если соберемся, что брать? Скорее всего, зонтик. Новая Гвинея, расположенная в тропическом поясе, обладает влажным экваториальным и субэкваториальным климатом. Это означает высокие температуры, обильные осадки и круглогодичную влажность. Однако климат острова зависит от рельефа и географического положения. В низменностях и на побережье преобладает экваториальный климат. Средняя температура до 30, круглый год с высокой влажностью. Осадки выпадают до 4000 мм в год. Без выраженного сухого сезона дожди идут практически постоянно, а летом муссоны приносят особенно обильные дожди. Иногда бывают сильные циклоны, перерастающие в ураганы. В предгорьях субэкваториальный климат, они являются как бы переходной зоной. Здесь хорошо, прохладно, до 25. Здесь больше выражен так называемый сезон дождей с ноября по апрель и сезон относительной сухости с мая по октябрь. Горный климат на центральном хребте и высокогорьях. Температура варьируется до 20 градусов до 1500 метров и около нуля и ниже на вершинах, выше 4000 метров. В самых высоких точках Пунчак-Джая, например, зимой возможен снег и ледники. Насчет моря, северное побережье более влажное, на южном по суше. И в общем, климат Новой Гвинеи влажный и жаркий в низинах с прохладными температурами в горах. Остров является одним из самых дождливых мест в мире. С такими-то условиями Новая Гвинея – настоящий природный оазис, где сохранилась дикая природа во всем ее многообразии. Каких растений тут только нет. Новая Гвинея – один из самых богатых растительных регионов планеты. Здесь более 13 тысяч видов растений, и около 60% из них эндемики, которых нет больше нигде в мире. Леса острова – это смесь азиатских и австралийских экосистем с уникальным сочетанием тропических джунглей, горных лесов, мангров и саванн. На некоторые виды обязательно надо посмотреть. Инстия-биджуга, также известная как тик Борнео или малукское железное дерево. В природе оно вырастает до 50 метров в высоту, с опорным стволом и раскидистой кроной. Агатисы – крупные хвойные деревья с необычной для голосеменных листовидной хвоей. Радужные эвкалипты. Их стволы переливаются зелеными, синими, красными и желтыми полосами. Орхидеи, которых на острове более 2500 видов. Одна из самых редких – миниатюрная орхидея с ярко-красными цветами. А это что за растение? Это рафлезия. Очень пахучий и огромный цветок. Самый большой в мире. Цветок-гигант, достигающий 1 метра в диаметре. Известен своим трупным запахом, привлекающим насекомых.
По-своему красив странгиладон, нефритовый цветок. Их цвет зелено-голубой или ядовито-зеленый. Опыляется растение летучими мышами и в дикой природе постепенно вымирает из-за того, что площади тропических лесов все время сокращаются, как, впрочем, и количество его естественных опылителей. Это одна из самых редких лиан в мире. Много насекомоядных растений, таких как непентесы кувшиночники и дрозеры-росянки. Непентес тропический плотоядный цветок, который ловит насекомых в наполненные жидкостью ловушки. Некоторые виды могут ловить даже небольших позвоночных, таких как ящерицы, а росянка покрыта липкими волосками, которыми ловит и также переваривает насекомых. Произрастают циботиумы, древовидные папоротники, достигающие 10 метров в высоту и выглядят как миниатюрные пальмы. Псилофиты – одни из самых примитивных сосудистых растений на планете. А мы понемногу переходим к фауне. Новая Гвинея – настоящий рай для энтомологов. Здесь обитает более 100 тысяч видов насекомых, многие из которых являются эндемиками. Гигантские бабочки, светящиеся жуки, агрессивные муравьи и древние богомолы делают этот остров одним из самых удивительных мест на планете. Именно здесь порхает птицекрылка королевы Александры, крупнейшая бабочка в мире. Размах крыльев самочки достигает 28 сантиметров. Очень редкий вид, обитающий только в низменных лесах Папуа-Новой Гвинеи. Птицекрылка голиаф, размер крыльев до 22 сантиметров. Ярко-желтые и зеленые крылья делают ее одной из самых красивых бабочек. И жуки здесь не последнего размера. Взять, например, жука Атласа. У самцов 3 выдающихся рога. Вид назван в честь Атласа, великана из греческой мифологии, который поддерживал небеса. Очень интересные муравьи, но лучше с ними не встречаться. Это и муравьи-капканы, муравьи-убийцы, муравьи-бульдоги, названные не просто так. Укусы их болезненные и могут сильно испортить настроение, а может и того хуже. А какие здесь богомолы и палочники? Они здесь самые большие. Гигантский богомол вырастает до 15 сантиметров в длину, отлично маскируется среди листвы, охотится на насекомых, мелких ящериц и даже мелких птиц. А фантастический палочник может достигать до 50 сантиметров. Некоторые из видов способны менять цвет для маскировки. Много пауков, например, пауки-охотники, водятся в Новой Гвинее, и здесь встречаются одни из самых крупных видов в мире. Эти пауки не плетут паутину, а активно охотятся, используя свою невероятную скорость и силу. В Новой Гвинее водятся черные скорпионы, и некоторые из них достигают впечатляющих размеров. Они обитают в тропических лесах, прячутся под камнями, бревнами и листьями. Хотя их вид может выглядеть угрожающе, большинство из них не представляет смертельной опасности для человека. А кого точно стоит бояться на острове, так это комаров и москитов. Комары в Новой Гвинее серьезная проблема, так как они являются основными переносчиками опасных заболеваний, включая малярию, денге и слоновую болезнь. Из-за теплого и влажного климата острова популяция комаров здесь огромна, особенно в низменных районах и болотах. И раз мы заговорили о летающих, давайте поговорим о птицах. В Новой Гвинее зарегистрировано более 800 видов птиц, причем около 400 из них уникальны для этого острова. Здесь живут райские птицы, казуары, гигантские голуби, лирохвосты и многие другие. Это делает остров вторым по количеству видов птиц в мире, после Амазонии. В Новой Гвинее много чудес, но одно из них не завораживало ученых так сильно, как райские птицы, которых натуралист Альфред Рассел Уоллес еще в 19 веке назвал самыми необыкновенными и самыми красивыми из пернатых обитателей Земли. Бьющие фонтаны нежно окрашенного оперения, переходящие в ажурные струящиеся каскады, причудливые хохолки, сережки, вымпелы, ленты, шлейфы, кружевные юбки – все это детали нарядов, в которые облачены самцы разных видов райских птиц. Их более 40 видов, большинство из которых обитают только в Новой Гвинее.
очень много попугаев. Это и какаду с хохолками, включая пальмового темного рокера, цветы джунглей лори и висячие попугайчики, благородные попугаи, известные своим ярким половым диморфизмом. Самцы и самочки выглядят совершенно по-разному. И еще много других. Кстати, у нас на канале о попугаях есть большой выпуск, в котором вы узнаете, почему пальмовый какаду рокер и еще много о чем. Есть и хищные птицы. Шлемоносный казуар – крупная нелетающая птица, которая обитает в густых тропических лесах Новой Гвинеи. Взрослые особи достигают высоты до 1,80 м и весят около 60 килограммов. Казуары питаются в основном фруктами, но также поедают грибы и мелких животных, насекомых, моллюсков, амфибий, рептилий и даже рыбу. В переводе с индонезийского языка их название переводится как «рогатая голова». И действительно, на голове у казуара имеется нарост, похожий на шлем, состоящий из рогового твердого материала губчатой структуры. Из более привычных нам хищных встречается браминский коршун. Это средних размеров хищная птица из семейства ястребиных. Эти птицы обитают в основном у побережья или на болотах, где питаются рыбой и другой добычей. Оперение взрослых красновато-коричневое, только голова и грудь белые. Белобрюхий орлан, также известный как белогрудый орлан, является крупной дневной хищной птицей из семейства ястребиных. А вот не хищный, но очень красивый и большой венценосный голубь. Как говорят опытные голубятники, венценосный голубь является настоящей королевской особой среди огромного количества пород и видов этих пернатых. Удивительная красота экстерьера, разнообразие цветовых оттенков в его окрасе, кружевной хохолок на голове, напоминающий корону, поражают воображение. По размеру венценосный голубь действительно довольно крупный. Вес его доходит до 3 килограммов, а длина тела до 75 сантиметров. По величине он скорее напоминает индюка, а по стати и красоте павлина. Еще одна удивительная птица – это папуасская птица-носорог или папуасский калао. Это крупная яркая птица из семейства птиц-носорогов. Он обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на некоторых близлежащих островах. Папуанский калао – один из самых крупных видов птиц-носорогов. Его клюв и каска кажутся тяжелыми, но они полые внутри, что делает их легкими. А есть совсем маленькие птички, как колибри, нектарницы, например, сахульный нектарник. Очень яркие эти птицы, питаются нектаром цветов, как колибри. Лирохвосты – птица среднего размера. Самцы достигают длину около 90 см, а самочки около 70. У них характерная внешность с длинными хвостовыми перьями, напоминающими лиру. Откуда птица и получила свое название. Самцы имеют красивое и красочное оперение, в то время как самочки обычно коричневые и менее красочные. Одна из наиболее примечательных особенностей лирохвоста – его вокальные способности. Эти птицы способны имитировать самые разные звуки, включая звуки других птиц, животных и даже человека. А от летающих давайте перейдем к ползающим. Из рептилий на острове много змей. Это и очень ядовитые, такие как папуасский тайпан, родственник австралийского тайпана, обитающий в северных районах Новой Гвинеи. Его яд разрушает кровь и нервную систему. Без лечения летальный исход почти гарантирован. Или папуасская черная змея отличается агрессивным нравом и сильным ядом. Есть и неядовитые здоровяки – питоны, причем несколько видов. Это и папуасский ковровый питон, кольчатый питон и оливковый. На деревьях компанию им составляют южноазиатские древесные змеи, или дендроляфисы, или блестящие древесные ужи, а в подстилке роют ходы слепозмейки. А в водах морей и океана водятся морские змеи. Они хоть и крайне ядовиты, но сами не нападают. А кто представляет действительно серьезную опасность? Это крокодилы. В Новой Гвинее водятся 2 вида крокодилов, и оба могут считаться местными хозяевами рек, болот и прибрежных вод. Эти рептилии жили здесь миллионы лет, еще со времен динозавров, и до сих пор правят водоемами. Гребнистый крокодил, или как его еще называют, соленая смерть. Это самый крупный крокодил в мире и один из самых опасных хищников планеты. Гребнистый крокодил может плавать как и в пресной, так и в соленой воде, поэтому встречается не только в реках Новой Гвинеи, но и в морях, иногда проплывая сотни километров между островами. Новогвинейский узкорылый крокодил
тихий хищник болот. Этот крокодил эндемичен, он живет только в Новой Гвинее и нигде больше. Он мельче гребнистого, но все равно остается опасным охотником. Иногда его путают с гребнистым крокодилом, но он меньше и не выходит в морскую воду. Так что если видишь крупного крокодила в реке Новой Гвинеи, лучше не проверять, кто это. Много земноводных. Здесь нет ни одной саламандры, в отличие от Евразии или Америки, но зато обитает огромное разнообразие лягушек, включая летающих, ядовитых и даже таких, что вынашивают головастиков в спине. Летающая лягушка Валлеса, способная планировать между деревьями благодаря перепонкам между пальцами. И прозрачные лягушки удивительны. Кожа почти полностью прозрачная, видно, как стучит ее сердце и работают внутренние органы. Жаба-колосс или агамовая жаба. Первоначально она не обитала на острове, но была завезена человеком. С одной стороны, жаба и жаба, что тут такого? Но она ядовитая. Железы за глазами выделяют буфотоксины, смертельно опасные для большинства местных хищников. Крокодилы, змеи, ящерицы, собаки и даже люди могут погибнуть, если попытаются ее съесть. А еще она очень быстро размножается. И со временем это привело к серьезным последствиям. Это настоящая биологическая катастрофа для животных Новой Гвинеи. А вот кого на огромном острове мало? Конечно, не благодаря жабе, так это млекопитающих. В том смысле, что видовое разнообразие относительно небольшое. Всего в Новой Гвинее обитает около 280 видов млекопитающих, и большая часть из них эндемики, то есть не встречаются больше нигде в мире. Причем Новая Гвинея, как и Австралия, царство сумчатых. Это означает, что большинство млекопитающих здесь вынашивают детенышей в сумке, а не в утробе. Например, кенгуру. Есть среди них необычные, которым надоело прыгать по земле, и они полезли на деревья. Древесные кенгуру – это единственные кенгуру, которые живут в кронах деревьев. Они скачут по земле. Они могут прыгать с дерева на дерево, как обезьянки. Их иногда называют валаби. Хотя валаби – это группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило, меньших по размеру, чем кенгуру. Обитают в основном в зарослях кустарников и в лесах, но могут встречаться и на открытых пространствах. Такой, например, как прыткий валаби или проворный кенгуру. В Новой Гвинее он обитает на низинных лугах и саваннах. Это общительные животные, которые живут группами до 10 особей. Ведут преимущественно ночной образ жизни. Питаются разнообразной растительной пищей, травой, листьями и плодами. Кускусы или посумы – это группа сумчатых млекопитающих, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи, Австралии и на некоторых островах Индонезии. Они известны своим приспособлением к древесному образу жизни. Они очень разные. Одни больше, похожи на ленивых медвежат, другие более ловкие. Кускусы имеют цепкий хвост, который помогает им удерживаться на веточках, и ведут преимущественно ночной образ жизни. И хвост на конце лишен шерсти и имеет специальные чешуйки, что улучшает сцепление с ветками. Кускусы могут поворачивать задние лапы на 180 градусов, что помогает им легко спускаться с деревьев головой вниз. А есть прямо-таки покорители воздуха. Животное со сладким названием сахарная сумчатая летяга – мастер планирования. У сахарных летяг есть кожная складка – петагий, который тянется от передних до задних лап. Когда они прыгают с дерева, эта складка раскрывается, позволяя им планировать на расстояние до 50 метров, а хвост используют как руль для управления полетом. Водятся лисицы, но только не наши кумушки, а летающие. Гигантская летучая лисица или колонг – самый крупный представитель отряда рукокрылых. Длина до 40 сантиметров, крылья в размахе до 1,5 метров. Мордочка напоминает морду собаки или лисицы с большущими глазами. Окраска спины черная с редкими белыми волосками. Окраска головы обычно с рыжеватым или красноватым оттенком. И летают они всегда большими группами. Питаются плодами, местами наносят значительный вред фруктовым плантациям, чем очень раздражают фермеров, которые не прочь иной раз ими и перекусить. Помимо лисиц, множество летучих мышей обитает на острове. Интересны по-своему бандикуты или сумчатые барсуки, хотя на барсуков они похожи отдаленно. Это наземные зверьки небольшого или среднего размера, массой до 2 килограммов. У всех бандикутов длинная остроконечная мордочка и компактное туловище. Уши большие, хвост тонкий, задние ноги длиннее передних. Передние конечности у большинства видов приспособлены для копания с мощными когтями. Передвигаются бандикуты скачками, подобно кенгуру. Обычно они приземляются на все 4 лапы, затем отталкиваются от земли сильными задними конечностями.
Здесь даже мыши сумчатые, например, такая, как длиннокоготная сумчатая мышь. У нее короткие мощные конечности с длинными коготочками на всех пальцах, которые она использует для рытья личинок, червей и подобной добычи. Сама она небольшая. А вот недавно натуралисты нашли около вулкана Басави, пожалуй, самую большую крысу. Крыса Басави может вырасти до 82 сантиметров с массой тела 1,5 килограмма. У нее крупная голова и массивное тело. Встречаются в Новой Гвинее прямо-таки доисторические древние существа, такие как волосатая праехидна. Это яйцекладущее, млекопитающее. Тело праехидны покрыто грубой шерстью темно-бурого или черного цвета. На спине и боках растут короткие колючки, почти скрытые мехом. Рацион волосатой праехидны почти целиком состоит из дождевых червей, которые она разыскивает рой с клювом в земле. Поймав крупного червяка, праехидна наступает на него передней лапой, захватывает кончик червячка в рот и, активно помогая себе языком, втягивает его внутрь. А вот четвероногих хищников раз-два и обчелся. Из диких, пожалуй, кволы. Это небольшие, но настоящие сумчатые хищники, последние в своем роде в Новой Гвинее. Они похожи на маленьких пятнистых кошечек, но гораздо ближе к тасманийским дьяволам. Они прекрасно лазают по деревьям и могут прыгать с ветки на ветку. Несмотря на небольшой размер, обладают сильными челюстями. Может убить жертву даже размером с курицу. Вот такой грозный хищник Новой Гвинеи. Очень редкий и скрытный. Увидеть его в дикой природе – большая удача. Вообще Новая Гвинея – остров, где исторически почти не было крупных хищников. Основными хищниками здесь были кволы, крупные змеи и хищные птицы, ну и крокодилы. Но с появлением человека экосистема изменилась. Были завезены новые опасные хищники, которые начали уничтожать местную фауну. Дикие собаки и гибриды с домашними породами размножились в лесах и стали конкурентами. Они охотятся стаями и истребляют безобидных плюшевых аборигенов. А на деревьях обосновались дикие некогда домашние кошки, которые особенно угрожают древесным видам, таким как кускусы, крошечные лягушки и насекомоядные млекопитающие. Они размножаются быстрее, чем местные хищники, и не боятся людей. И кто бы мог подумать, но и поросята, сбежавшие от человека, одичали и стали нарушать жизнь диких обитателей. Хотя свиньи и всеядные, они активно разоряют гнезда, поедая яйца птиц, черепах и даже маленьких сумчатых. В некоторых районах их численность вышла из-под контроля. Но никакие поросята, кошечки и собачки не сравнятся с деятельностью человека. Новая Гвинея – один из последних диких уголков планеты, но для людей цивилизованного мира она стала сырьевой базой. Экосистема острова стремительно деградирует из-за деятельности человека. Леса исчезают, животные вымирают, а инвазивные виды захватывают остров. Гигантские площади девственного тропического леса уничтожаются ради древесины и плантаций. С 2000 года Новая Гвинея потеряла 15% своих лесов. Добыча ископаемых загрязняет реки и уничтожает почву. На месте лесов теперь открытые карьеры, огромные дыры в земле, оставленные горнодобывающими компаниями. Местные шахтеры промывают золото с помощью ртутных растворов, которые убивают рыбу и отравляют животных. Крупные шахты и обогатительные заводы сбрасывают отходы прямо в реки, загрязняя их тяжелыми металлами. В малой доле природа страдает от охоты и браконьерства, в основном из-за торговли редкими животными. Также люди убивают животных ради мяса, меха, лекарств народной медицины и коллекций. И все это природное богатство уходит в якобы цивилизованный мир. А местные жители за гроши работают на плантациях, в шахтах, принимая чуждый им новый образ жизни цивилизованного человека. Жили они себе спокойно многие годы, охотились в лесу, собирали дикоросы, вымывали сага из саговой пальмы, а сейчас они вынуждены зарабатывать деньги, чтобы купить себе необходимые товары, чтобы быть современными. Но так ли нужна эта современность для этих людей, особенно в таком ключе? Новая Гвинея повторяет судьбу Мадагаскара, где практически не осталось дикой природы, с той лишь разницей, что она более отдалена от вездесущей цивилизации. А хотелось бы, чтобы была как Галапагосы, охраняемой территорией. Ведь Новая Гвинея – это потрясающий остров. Он до сих пор остается одной из наименее изученных территорий мира. Здесь все еще находят неизвестные науке виды животных и растений, а в глубине джунглей живут племена,
практически не контактирующие с внешним миром. Это место, где современность и каменный век сосуществуют в одном пространстве, создавая одну из самых уникальных культурных мозаик на планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.